привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на моем канале «Все в жизни связано». И сегодня у меня рубрика моя, которая уже стала постоянной. Это секреты идеального вязания. И в сегодняшнем видеоуроке я покажу вам, как сшить петли плеча спереди и петли плеча спинки при помощи метода 3 спиц. Шов этот выглядит вот таким образом. Это изделие у меня еще в работе, оно не стирано, не отпарено, еще не довязано даже до конца. Но вот одно из плечей я уже сшила. И вот таким образом у меня выглядит шов с лицевой стороны, практически незаметен, аккуратный он и достаточно стабильный. И вот таким образом этот шов выглядит с изнаночной стороны. Вот такой аккуратная, вот такая косичка у нас идет. И на ощупь она совершенно не плотная, практически плоская и не объемная. Когда и в каких случаях лучше использовать данный метод? В первую очередь тогда, когда вам нужно стабилизировать плечевой шов или ваше изделие. Например, если вы вяжете кардиганы, пальто, шубки, и ваше изделие имеет достаточно большой вес. Для того, чтобы не растягивались плечевые швы, очень хорошо использовать вот этот способ. Он прекрасно стабилизирует полотно и не дает лишнего рубца, лишнего шва, как при сшивании обычно иглой, обычным швом матрасным. Также этот шов очень хорошо использовать в том случае, когда пряжа подвержена вытяжению, либо у вас рисунок такой, который подвержен со временем вытяжению. Он оттягивается вниз и тем самым тянет плечо, и изделие растягивается. И вот этот шов, он прекрасно стабилизирует изделие, стабилизирует наше полотно. Итак, одно плечо в своем изделии я уже сшила. Сейчас покажу вам, как сшить второе плечо. Для этого метода петли плечей должны оставаться открытыми. Вы довязываете спинку и оставляете петли плеча открытыми, довязываете перед, оставляете петли плеча открытыми. И теперь необходимо переснять вот эти открытые петли на спицы того размера, которым вы вязали все изделие. В моем случае я вязала на спицах номер 5, и вот я на них пересняла на спице номер 5. И петли спинки, и вот петли плеча тоже пересняла на эти же спицы. И теперь нам необходимо сложить наше изделие вот лицевой стороной внутрь друг к другу, чтобы изнаночная сторона была ближе к нам. Вот таким образом. И передвинуть петли, открытые петли на край спицы. И мы сейчас будем поочередно при помощи 3 спицы сшивать наше изделие. Кончик нити может быть как от одной половинки, так от другой, где вам удобно, где вы оставили его. Это не имеет значения, он будет иметь значение только при сшивании первых 2 петель. Мы их соединим, и дальше уже особого значения иметь не будет, с какой стороны у нас нить. И самое главное, что следует учесть, это взять спицу 3 для сшивания на полразмера меньше, нежели ваши основные спицы. Для того, чтобы шов у нас не был растянут и полотно у нас выглядело стабильно. Итак, приступаем к сшиванию. Самое главное, что следует учитывать при сшивании, это чтобы у нас петельки наши не перекрещивались, а смотрели вот зеркально друг на друга. Вот у меня развернутая петелька на ближней спице и вот развернутая петелька на дальней спице. Когда я их буду соединять вместе, они не перекрученные, соединяются и ложатся аккуратно в шов. Итак, вот таким образом я подхватываю свою первую петлю, чтобы она не была перекрученная. Это 3 спицей. Дальше вот таким образом я подхватываю. Пока придерживаем кончики нитей, потому что они, конечно же, пока нам мешают, пока не стабилизировали полотно. Итак, еще раз подхватываю первую петлю, подхватываю вторую петлю, захватываю рабочую нить,
вывожу ее сквозь первую петельку и сквозь вторую петельку и снимаю эти 2 петли со спиц. И вот тут можно подтянуть наши кончики хорошенько, и дальше уже будет легче и удобнее. Итак, дальше теперь продолжаем. Ввожу спицу в первую петельку, ввожу спицу во вторую петельку, они вот развернуты друг к другу, подхватываю рабочую нить и вывожу сквозь первую и сквозь вторую петлю. Теперь эти 2 петли снимаю и вот эту первую петельку подхватываю и перебрасываю через вторую. Вот таким образом. Вот у нас как бы первый раппорт. И снова первая петля, вторая петля, подхватили, провязали, сняли и перебросили предыдущую петлю. Вот таким образом. Снова первая, вторая, подхватили, провязали, сняли и перебросили. И так до тех пор, пока все петли не будут соединены. Единственный нюанс, который следует учесть при таком сшивании, это следить вот здесь за натяжением ниточки, чтобы у нас не перетянут был шов и не растянут. Вот так красиво, аккуратно он у нас соединяется. Ну и, конечно, чтобы петельки не были перекручены. Все таким образом сшиваем до самого конца петель. И вот я сшила уже последнюю пару петель. Теперь вот так слегка вытягиваем последнюю петельку и вот таким образом закрепляем наш кончик ниточки. У меня здесь пайетка немножечко цепляет. Если обычная нить, то закрепляется легко. Все, вот такой красивый аккуратный шов с изнаночной стороны у нас получился, и такой же незаметный, красивый, но стабильный шов с лицевой стороны. Кому полезен оказался этот видеоурок, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет приятно и будет стимул работать дальше. Кто еще не подписан на мой канал, приглашаю подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео, либо выход новых мастер-классов. А на сегодня у меня все. Всем пока!